Мои хорошие, добро пожаловать к нам на чердак. И я Олива Чернова. И сегодня, как я и обещала, мы переделываем старый диван. Погнали? Хотелось бы сказать, что запомните его таким, но не стоит. Мы сейчас переделаем это коричневое недоразумение. Как видите, этот диван весьма в неплохом состоянии, и мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления и просто его перетянуть. Мы не будем в нем менять ни поролон, ни все пружины, ни всю эту начинку внутри, а просто его перетянем. Конечно же, предварительно мы его хорошенько отпарили, очистили, выбили, отхимчистили, отчистили, зачистили, отхимчистили. И просто его перетянем. И первое, с чего мы начинаем, это замеряем полностью диван со всех сторон, чтобы понимать примерное количество ткани, которое нам нужно купить. И, конечно же, нам нужно купить ткань с запасом. Откручиваем быльца от дивана. Димка тут немножко мучается, что-то там с винтом не получается. Ну, в общем, открутили. Обязательно нужно замерить и быльцы со всех сторон тоже. И в ширину, и в длину, и в высоту, и во все возможные направления. И обязательно нужно учесть припуски на швы, и вообще ткань нужно брать с запасом. Лучше пусть немного останется, лишнее всегда можно подрезать. Как видите, это самый обыкновенный диван-книжка, и нам нужно разрезать по вот этому вот шву. Да, вот прям взять и прям по шву разрезать. Нам нужно отделить две половинки друг от друга. Очень удобно режется обыкновенным канцелярским ножом, но очень-очень острым. И если где-то не дорезается, можно всегда дорезать ножницами. И сейчас нам понадобится поролон. Универсальный материал, который можно приложить между стен для теплоизоляции, а также отличный наполнитель для дивана поролон. Пи-па-па-поролон. Па-па-поролон, купи-купи, па-па-поролон. У нас скидки. Мы будем обклеивать поролоном только сиденье и спинку. Я немного срезаю углы в местах крепления механизмов. Мы используем все тот же двухкомпонентный клей Aqufix, с которым работали уже давно и много чего на него клеили. Он зарекомендовал себя просто на 1,000,000%. Клеим небольшими участками, потому что так проще. Клей просто моментально схватывается. На саму ткань я наношу клей, а Дима брызгает затвердителем на пористую поверхность, то бишь на поролон. Мы используем поролон толщиной 1,5 см. Этого с головой хватит, чтобы сделать диван помягче и заодно перекрыть рельеф предыдущей ткани, этой коричневой в цветочек. Все лишнее сразу обрезаем. Заправляем поролон между половинками дивана. Oh my! И мы его там не приклеиваем, потому что он все равно плотно притянется тканью. И, конечно же, никуда оттуда не денется. Пора раскрыть карты и, наконец-то, показать вам, какую же ткань мы на него купили. Вот такой красивенный изумрудный велюр. И у нас его вот как много. Целых 10 метров. И забегая наперед, хочу сказать, что у нас остался совершенно крошечный кусочек, которого едва хватит на пару подушек. Посмотрите, я мадама! Граф Дракула. Бла-бла-бла. Сперва мы решили, что будет простым и правильным решением не отделять две половинки дивана друг от друга и обтягивать каждую половинку по отдельности в собранном состоянии, просовывая ткань между половинками дивана. Какая-то тавтология, но я думаю, на видео понятно. Вытаскивать ткань снизу между половинками дивана и пристреливать ее. Но как же мы ошибались. Вот помощник пришел. Знаете, сюда посадим, будешь сидеть. Да. Жива. Все, уходи. Не расстраивайтесь, если у вас нет электрического или пневматического степлера. Обыкновенный степлер справится с этим делом тоже на ура. Мы так перетягивали наш горчичный диван. Да, рука немного опухла, но с кем не бывает. Сначала нам нужно просто хорошо зафиксировать ткань. И мы начинаем пристреливать снизу, с этой внутренней части дивана. А вторую, ответную часть, уже нужно хорошо натягивать. Я бы даже сказала, очень даже хорошо натягивать.
Пристреливаем боковинки. С уголками поступаем вот таким вот образом. Нам нужно сделать складку. И для этого одну сторону мы пристреливаем вплотную к самому краю дивана, а вторую как бы внахлёст кладем на нее сверху. Формируем аккуратную складку, хорошо натягиваем и фиксируем степлером. Объяснить довольно сложно, я думаю, на видео понятно. Главное, не обрезайте лишнюю ткань сразу, а лучше пару раз убедитесь, что вас все устраивает. И только потом обрезайте. И со вторым уголком поступаем таким же образом. Сейчас бы на рыбалку с пацанами, а не вот это вот все. Угу, размечтался. И вот та самая ошибка, о которой я говорила. Мы решили как бы обойти тканью эти механизмы. И такой вариант действительно возможен, если вы все-таки по каким-то причинам не сможете или не захотите разбирать диван. Ну а мы не ищем легких путей, и поэтому мы решили все переделать. Все-таки нам пришлось отделить две половинки дивана друг от друга и сделать более аккуратный внутренний уголок. И проще всего откручивать половинки дивана от крепления поочередно. Так потом будет проще прикручивать их назад. А заднюю часть дивана, хоть ее будет и не видно, все-таки нужно сделать более привлекательной. И для этого я использую спандбонд. Там уже была какая-то черная ткань, но нам она не подходит. Ставим половинки дивана назад и не забываем про вот эту вот переднюю планку. Ее мы тоже обтянем. Просто шикарная магия монтажа. Я хочу, чтобы у наших быльцев был кант. И для этого нам понадобится вот такой вот 5-миллиметровый шнурок. Нарезаем длинные отрезки ткани по 5 сантиметров шириной и в них заворачиваем вот этот вот шнурок. И делаем строчку максимально близко к этому шнурку. Вообще для этого существует такая специальная лапка, но и обыкновенно с этим справиться тоже хорошо. К отрезку ткани шириной, соответствующей ширине нашего быльца, плюс пару сантиметров по краям на припуске на швы, пристрачиваем этот кант с одной и с другой стороны. Да, девчоночки, мой мужчина строчит на швейной машинке. Он мой, расходимся. Так как мы, по сути, шьем чехол для нашего быльца, то к этому отрезку ткани с двумя кантами по бокам мы пристрачиваем с одной и с другой стороны два больших отреза ткани, размерами соответствующими нашему быльцу. А чтобы в углах ткань была более податливая, мы ее немного надрезаем. Вот что в итоге у нас должно получиться. Чехол. Надеваем чехол на наши быльца, и, как видите, у нас ткань с достаточно большими припусками ткани. Это для того, чтобы была возможность хорошо держаться за ткань и натягивать ее. Сперва пристреливаем ткань к самому низу быльца. И не расстраивайтесь, если что-то не получается. Всегда можно вытащить скобы и заново переделать. У нас, кстати, тоже получилось со второго раза. Очень-очень аккуратно делаем маленькое отверстие для большого болта, на котором держатся эти быльца. Они будут с внутренней части, и даже если вы допустите небольшую ошибку, чего не хотелось бы, все равно ее видно не будет. Убедившись, что вас все устраивает, можно подрезать лишнюю ткань. И ткань с торца быльца мы заводим под быльце и фиксируем его скобами снизу.
Я думаю, я понятно объясняю. Вот что у нас должно в результате получиться. Главное, хорошо натягивайте ткань, она все равно через какое-то время растянется, а нам этого нужно избежать. И обязательно контролируйте положение канта, чтобы оно шло конкретно по уголку. И нам остается только зафиксировать заднюю часть. Ну и, конечно же, с помощью магии монтажа мы перетягиваем второе быльце тоже. Остается прикрутить быльца назад и перекрасить ножки. Последовательность наших действий касательно перекрашивания ножек не совсем логична. Наверное, это стоило бы сделать до того, как мы обтянули диван красивенькой тканюшкой. Но что поделать. Для начала я их немного шлифую, обезжириваю и покрываю черной краской на водной основе все той же фирмы Дуфа. Дуфа, вы вообще как бы думаете с нами связаться или нет? А перед тем, как вы увидите готовый результат, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео, расскажите о нем всем своим друзьям и оставайтесь с нами. До встречи на чердаке. Всем пока!